Существует древняя легенда, которая до сих пор будоражит умы исследователей. Давным-давно, задолго до первых египетских фараонов и античных философов, на Землю прибыли загадочные существа. Их называли Ануннаки. Боги? Инопланетяне? Создатели человечества? Давайте разберемся. Ануннаки впервые упоминаются в шумерских текстах, написанных более 6000 лет назад. В этих записях рассказывается, что они спустились с небес, чтобы дать людям знания и власть. Но откуда они пришли? И зачем? Рассказ о шумерском эпосе Энума Элиш и поэме о Гильгамеше. Энума Элиш — это шумерский миф о сотворении мира, в котором рассказывается, как боги сформировали Вселенную. В этом эпосе упоминаются ануннаки как высшие существа, управляющие мирозданием. Поэма о Гильгамеше описывает легендарного царя, который искал бессмертие, и в ней также есть упоминание о древних богах, которые могли обладать неведомыми знаниями. Эти тексты дают представление о древних верованиях и возможных контактах людей с ануннаками. Описание богов. Ану, Энки, Энлиля. Ану — верховный бог небес, отец всех богов и людей. Он символизирует власть и космический порядок. Энки — бог мудрости, воды и созидания. Он часто описывается как защитник человечества, подаривший людям знания. Энлиль — бог ветра и судьбы, строгий и могущественный. В некоторых мифах он был против вмешательства в развитие человечества. Их взаимодействие в мифах дает ключ к пониманию древних религиозных представлений. Гипотеза о том, что ануннаки могли быть пришельцами с планеты Нибиру. Согласно теории Захарии Ситчина, Нибиру — это таинственная планета, которая появляется в нашей Солнечной системе раз в несколько тысяч лет. Ануннаки якобы прибыли оттуда, чтобы добывать золото, необходимое для поддержания атмосферы их родного мира. Они использовали людей в качестве рабочих, изменяя их генетический код, чтобы сделать их более послушными. Согласно некоторым теориям, ануннаки не просто посещали Землю, но и вмешались в развитие человечества. Исследователи утверждают, что в древних текстах скрыты указания на генные эксперименты, которые могли привести к созданию Homo sapiens. Гипотеза Захарии Ситчина о генной инженерии. Ситчин утверждал, что ануннаки использовали передовые технологии для модификации приматов, создав разумного человека. Согласно его интерпретации древних текстов,
генетические эксперименты позволили ускорить эволюцию человека, сделав его способным выполнять сложные задачи. Описание мифа о создании людей из глины. В шумерских мифах говорится, что люди были созданы богами из глины и крови божества. Этот мотив встречается и в других культурах, например, в Библии, где Бог сотворил человека из праха. Возможно, этот миф является иносказательным описанием древних генетических экспериментов. Сравнение с другими мифами. Египет, Библия, Майя. В египетской мифологии Тот даровал людям знания. В Библии Бог создает Адама из праха. У майя боги сотворили людей из маиса. Эти истории имеют общие элементы, которые могут указывать на единый источник знаний. Но если Ануннаки действительно существовали, почему официальная наука не признает их? Ответ прост. Слишком много вопросов, на которые у историков нет ответов. Загадочные артефакты, которые не вписываются в историю. Багдадская батарейка, черепа паракасов, Пума-Пунку. Эти артефакты ставят под сомнение официальную версию истории. Багдадская батарейка — древний объект, напоминающий электролитический элемент. Черепа паракасов имеют необычную форму, не характерную для обычных людей. Руины Пума-Пунку в Боливии демонстрируют поразительную точность обработки камня, невозможную в древности. Теория о том, что Ануннаки владели передовыми технологиями. Согласно альтернативным историкам, Ануннаки могли обладать летательными аппаратами, знанием генетики и мощным оружием, которое превзошло технологии своего времени. Возможно, они передали часть этих знаний древним цивилизациям. Исчезновение ключевых артефактов из музеев. Многие древние находки, указывающие на продвинутые технологии древности, таинственным образом исчезли. Некоторые теории утверждают, что определенные силы намеренно скрывают информацию, чтобы поддерживать традиционную версию истории. А что если Ануннаки никуда не исчезли? Что если их потомки до сих пор контролируют мир? Гипотезы о тайных обществах, ведущих род Ануннаков. Некоторые исследователи и конспирологи утверждают, что потомки Ануннаков до сих пор существуют среди нас и тайно управляют миром. Согласно этой гипотезе, древние боги не исчезли бесследно, а их кровь течет в венах элитных семей, правителей и могущественных организаций. Теория о голубой крови. В разных культурах упоминаются правители с божественным происхождением. Династии фараонов, европейские монархи и китайские императоры утверждали, что их власть дана свыше.
Возможно, это не просто метафора, а отголоски древних связей с ануннаками. Тайные общества. Иллюминаты, масоны, рыцари-тамплиеры, Ротшильды и Рокфеллеры. О них говорят, что они контролируют мир. В конспирологических теориях их часто связывают с древними знаниями, которые могли передаваться от ануннаков. ДНК-исследования. Некоторые альтернативные ученые предполагают, что у определенных людей могут быть генетические особенности, указывающие на возможное внеземное происхождение. Отчеты о необычных мутациях, длинных черепах, аномальной прочности костей могут быть намеком на след ануннаков в человеческом роду. Загадки в архитектуре, совпадения в культуре и символах древних цивилизаций. Поразительно, что многие древние культуры, которые жили в разных концах света и не имели связи друг с другом, использовали одинаковые символы, строили схожие сооружения и передавали похожие мифы. Пирамиды по всему миру. Египет, Мексика, Китай, Босния. Пирамидальные структуры строили цивилизации, разделенные тысячами лет и километрами. Откуда они знали о такой форме и ее энергетических свойствах? Возможно, эти знания передали ануннаки. Символика богов и пришельцев. В разных культурах встречаются изображения существ с удлиненными головами, большими глазами и загадочными артефактами. В Древнем Египте – боги с непропорциональными головами. В шумерской культуре – боги, держащие сумки, напоминающие современные устройства. Схожие мифы о богах с неба. В индийских ведах описаны виманы, летательные аппараты богов. В Месопотамии – боги, прилетевшие с неба. В культуре майя – боги, давшие людям знания. Почему у столь разных народов одни и те же истории? Возможно ли, что ануннаки вернутся? Пророчество о втором пришествии. Если ануннаки действительно пришельцы, то могли ли они оставить Землю временно, чтобы однажды вернуться? Некоторые пророчества и теории указывают на такую возможность. Шумерские тексты и Нибиру. В древних записях говорится, что боги обещали вернуться. Согласно гипотезе Ситчина, Нибиру, планета, откуда пришли ануннаки, движется по огромной орбите и раз в несколько тысяч лет приближается к Земле. Возможно, их возвращение уже близко. Библейские пророчества. В Библии говорится о втором пришествии и ангелах, спускающихся с небес. Некоторые исследователи считают, что это не метафора, а предсказание возвращения древних богов.
Увеличение НЛО-активности. В последние десятилетия наблюдения за неопознанными летающими объектами участились. Возможно, это подготовка к контакту? Развитие человечества. Технологический прогресс идет с невероятной скоростью. Некоторые утверждают, что мы либо снова обретаем знания, переданные ануннаками, либо они следят за нашим развитием, чтобы однажды вмешаться. Возможно, ануннаки никогда не исчезали полностью, а просто наблюдают за нами, ожидая момента для возвращения. А может, они уже среди нас?